Всем. Я рада вас видеть. Ой, а что происходит и что мы видим? Душа поет. Да, 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 это так и есть. То есть только видящие видят изменения в окружающем мире к лучшему, да? Даже не видишь по состоянию души. Пусть у тебя в близких событиях там творится каша, малаша, но вот то большое, что приходит, оно все равно дает, ну, как уверенность, вес собственный в этом мире, да? И Мгм. чувство гармонии. Вот оно идет оттуда. Хоть пониже-то и кусают постоянно с чем-то, да, и лезут, от этого никуда не уйдешь. Но преобразования идут. Так мир устроен. Знаете, как этот анекдот или сказка про эту жабу, которая жила в болоте? Вот. И когда она увидела журавля, который летает по небу туда-сюда, она начала с ним общаться и говорит, пообщалась с ним, и он каждый год рассказывал этой жабе, как там прекрасно в этих странах, куда он летает, как земля прекрасна. И она захотела тоже увидеть. А он говорит, ну, нет проблем, я тебя возьму с собой. Если у тебя нет крыльев, мы можем вместе полететь. И она начала вылазить из этого болота, потому что журавль подлетел близко. Все испугались, что он их съест. Но эта жаба была уверена, что она увидит новые перспективы, новые земли, горизонт, небо. И она начала вылазить из болота. А эти все жабы, которые сидят вот так по верхнюю губу в болоте, говорят, не гони волну. Ну, чтобы не захлебнулись они, да? Вот. Но она погнала волну, вылезла, села на спину и полетела. И увидела и землю, и все. Так вот, так приблизительно в мир наш и устроен. То есть, когда кто-то э, вылазит из этой системы, из этой матрицы, он начинает гнать волну. То есть и возбуждает и как светлых, так и темных. Светлые начинают помогать, темные начинают мешать. Вот так мир устроен, и это доказывает даже вот физики об этом говорят, так устроено наше пространство. Так что все хорошо. Рада вас видеть. Вот видите, как вы хорошо заметили, с каким позитивом. Это так приятно слышать. Ну, сейчас главное, по сути дела, ты же в духовном, вот я не вижу действия, но я знаю единственное, мысли держи в порядке и настрой. Все цветет, все процветает. Ну, хорошее. И чтобы не смогли тебя сбить с этого чувства. Хотя зачастую, конечно, хочется рвать, метать и послать. Ну, Ну, иногда это тоже нужно. Да? да, Хорошо. освобождаемся. Освобождаемся. Ну что, с чем вы к нам сегодня пожаловали? Ой, да, наверное, картинка-то шибко, может, и не поменялась, я так думаю. Но ну, главная цель, конечно, освободиться, обрести свою искру жизни. Как в предыдущем сеансе хорошо сказала, квазисцентность. Ой, неповторимость, данную Отцом, Первотворцом жизни, уничтожить все вмешательство антимира. Эти вопросы встают у меня каждое утро. У кого дом построите? У меня вот они почему-то вылазят. Потому что я знаю, зачем я здесь на Земле в одном, ну, в предыдущем сеансе. Мы открыли эту картинку, а чтобы это притворять в жизнь, нужно самой очистить это физическое тело, которое, наверное, много чего тормозит. Вернуть творческий потенциал, согласно талонному ДНК, чтобы выполнить свою миссию, чтобы выполнять свою миссию на Земле. Ну и, конечно, уничтожить и расторгнуть все контракты, договора, ну и программы, чипы, выйти из всех эгрегоров. А конкретно освободиться от программы Abuser. Сейчас я коротко скажу, а потом прочитаю, какие, ну, что выплыло. И ну, реальное подтверждение тому, что я говорю. Уничтожить программу смерти у себя, дочери и своего рода. Уничтожить передачу
первородного греха родовых программ. Убрать из пространства событий вмешательства антимира магов. Я живу согласно со своими высшим Я и по воле Отца Первотворца жизни. Обличить и уничтожить программу пьянства. Ну вот теперь конкретно. Программа «Абьюзер». На одном из занятий вы мне помогли ее открыть. Когда после занятий я задала себе вопрос, приснился очень странный сон. Я на Алтае и провожаю дочь поступать в пединститут, по-моему, и напутствую. Проснулась утром и думаю, дочь филологический университета, я, кажется, институт связи кончила. Странный сон. Ой. Но вспомнила, что в Горно-Алтайске я мечтала о медицинском и ходила на подготовительный в пединститут, как раз вот на факультет биологический. На биологический я и отправляю поступать. Тогда я спросила, что такое, почему такая? А мне ответ – передача программ. Так что отменяя передачу родительских программ первородного греха дочери и по всему моему роду. Абьюзер, вот главное, я считала всегда в семье, когда говорили брата, почему-то он всегда был у нас, как сказать, то есть то, что он творил, и родители не могли это прервать. То есть они считали, лучше ему уступить, чем с ним спорить. Вот однозначно. То есть я сейчас тоже с ним в зависимости живу, но я не скажу, что он плохой. Это человек, который... Ну, полголовы снесся, но живет самостоятельно, все может делать. То есть это такая мощная движущая сила, ну вот есть что-то в нем. Ой. И вспомнила опять же вот этот Алтай. Зачастую мы не больше года там жили. Это 10 я, наверное, кончила. Родителей позвал туда, перетащил брат сестры. Григорий. До этого он перевез 3 семьи. Это Горно-Алтайск, Алтайский край. Жили мы там не больше года, но зачастую мне сны возвращают туда. Я так думаю, что там какая-то частица души моей осталась. С чем связано? Ну вот даже дочери передача программ этих, я так удивилась. То есть этот Алтай, который, ну, не больше... В течение года мы закричали, что мы хотим березы и хотим домой. То есть родители вынуждены были покинуть этот город и вернуться назад. А из тех событий я вспомнила, что вот у них Григорий, который перевез до этого 3 сестер с семьями, мама была уже 4-я с отцом. То есть он правил там, мог обозвать сестер, оскорбить, то есть мужья или и в защиту. Все совершалось по воле. Мама была защищена, так как отец, ну, отцом. Ну, меня он не трогал, я хотела учиться. Даже ручку с золотым пером подарил. Вот, но программу вот этого абьюзера я там увидела. Я тогда не взвешивала это, что это происходило. Все по его воле. И еще одно событие, которое на Алтае. Я просто раскручиваю и думаю, почему на Алтае ворочаю зачастую. Может, я много говорю, но сейчас договорю. У двоюродной сестры был муж Василий. Муж, который часто выпивал и становился неадекватным. И гонял ее и мать. Мог взять ружье, устроить такую потасовку. И как-то мы попались в этом. И, короче говоря, вся его агрессия и депорс перешли в шутку, и он менялся. И этим стали пользоваться наши родственники. Как он неадекватный, так нас снимали с другой точки города и отправляли туда. Сестра Надя была веселая, такая озорная, смелая, но я не скажу, что я такая была. Но мы ехали на эту амбразуру, успокаивали его. Ну вот это вот вспомнилось с программой «Абьюзер», только я стала вытаскивать. Так что вот не знаю, где она зародилась, обличаю эту программу «Абьюзер», потому что замужем я не была, и по сути дела человек, который хотел связать со мной, от которого ребенка, он ушел, я имею ребенка, он ушел из жизни, тоже там своя, наверное, это какой-нибудь будет сеанс. Где эта программа абьюзера? Может, не в этом воплощении, но я ее хочу обличить и убрать из своего пространства. Виктору, брату моему, передать информацию об освобождении. Это труженик, который с программой, но трудится. Так, теперь по программе смерти. Ой, больше всего меня, конечно, к этому сеансу сподвигнуло то, что я в духовном имела большое действие. Вот даже в группе вот эзотерика Василия я же много, почти, наверное, 10 лет было.
И кто видел в духовном, видел действие. Было задание построить дом, где ты будешь жить после смерти, и создать иконостас из родственников до 7-го колена. Что, и чем ты нравится, чем заниматься. То есть, да, в голове-то мы рисуем светлое, а, наверное, получилось-то не очень светлое. Вот, выстроен был дом и сделан иконостас до 7-го колена родственников. Я отменяю эту информацию. Я прошу прощения у всего рода и родственников за вмешательство в их пространство. Всю карму засадеянную возвращаю автору. А По смысл программе. какой этого иконостаса? По сути дела, вот смотрите, мы строили дом, где будем жить после смерти. Это в группе вот этой магической, эзотерической, когда я была. То есть я себе построила там дом, и дальше иконостас строили. Не иконы, а родственников. Мама, папа, брат, сестра. То есть их снимки, фото, да, размещали. Ну, а смысл какой этого всего? Я так думаю, что привязка к программе смерти и к антимиру не только моя, но и рода моего завязана. Ну, А какая это группа эзотерическая или школа? Что это такое? Исток она называлась группа. Вел Василий, с ним мы расторгали контракты, не контракты, ну, в антимир. По сути дела, вот те воплощения, которые были связаны много с ним. То есть с этим Василием. Его несколько раз уничтожали и от всего магического. Но вот сейчас, работая над теми вопросами, которые у меня остались во мне, вот то, что выплыло. То есть я, кажется, забыла об этих событиях, о том, что вот занимались магией, о том, что было вот такое задание. Но так как вот, сейчас скажу, общая картина-то такая глобально изменилась, но пространство событий, которое идет у меня и по роду, идет очень много негативного. И один из вопросов, откуда все это идет, и я себя стала вытаскивать вот эти магические действия, которые я делала. То есть я построила в этом пространстве дом, я привязала туда родственников, я отменяю. Может, это событие стерто уже. Но вот то, что пришло на память. Это программа смерти. Из программы смерти еще что? Был сюжет, когда выполняла покаяние. И покаяние выполняла на кладбище, сейчас скажу, на родственниках отца. Это сестры, его 2 сестры, бабушка и дедушка. И вот когда я выполняла покаяние у деда, мне пришел энергетический удар, не помню, по-моему, в правую ногу, что я еле ушла оттуда. Но я тогда сочла, что я процесс покаяния не до конца прошла. Ой, хотелось бы посмотреть, что произошло, весь негатив событий стираю из своего пространства. Ну, вы, наверное, так и не получили. Я просто думаю, по роду не очень все хорошо складываться, хотя и было освобождение рода. Поэтому я поднимаю вот эти вот вопросы, то, что в магию из рода никто так не попал, как я. Поэтому мне бы очень хотелось, то есть помимо моего пространства, все равно я являюсь родоначальником своего рода. То есть все равно все это есть. Я боюсь, что и держит, потому что нету продолжения жизни по роду. Я ответила, потому что вы задали вопрос. Я чувствую, что вот по иконостасу и под этому дому, да? Ну да, это очень странно, между прочим. Но я так и не слышала, как эта школа называется, эзотерическая. Исток она называлась. Исток. Ее не голова глазки. Я жила в Нижнем Новгороде. Там очень тяжелое пространство, и оно было, наверное, все разделено туда. Очень сложно жить, потому что чувствуется вот наплыв всего этого эзотерики, наверное, в каждом углу. Исток, да. Я уже о ней говорила, попалась я в поиске любви, в поиске ответов на вопросы. Так. Дальше я по программе смерти. То есть я вот связываю тоже и строительство в этом
после смерти, где я буду жить, это дома, иконостас, который я род прописала. Ой, выполнение покаяния. Я просто факт, где я могла еще увязнуть в этой смерти. Кажется, я в предыдущем тоже расторгали, мы уходили. Но выплывают сейчас сон, праздник в родительском доме. Я подхожу с улицы к окну родительской спальни и целую мертвую мать. Меня сопровождает какая-то сущность. Отменяю поцелуй мертвого тела наяву при похоронах мамы и во сне. Вот с отцом-то я однозначно это отменяла, а с матерью не уверена. Еще была смерть Андрея, но, по-моему, его не открывали гроб, так как у него с легкими, не помню, но я отменяю все физическое соприкосновение к мертвому телу. Ну а с матерью тут у нас не очень давно как-то тоже завязано, или смертью, сейчас скажу, интересовали вопросы по саду, и снится ягода где-то вырастает на болоте, и вижу, опять тонет мать в этом болоте. Я ее вытаскиваю оттуда. То есть, по сути дела, как-то эта программа, может, через нее пришла, потому что она, когда девочкой была, у нее был фурункулез, и родители не могли справиться, ее просто отдали, выживет так выживет. То есть вот она выжила, но это все равно все имело последствия, даже для моей дочери. А имя мамы какое? Софья. Софья. То есть я буду просить на этом сеансе это освободить ей, помочь, вызвать просто, потому что она врывается во сны и за помощью, я так думаю. Был еще сон, тоже мы где-то в пургу с ней замерзаем, и она умирает. Я раздирающие эти вопли слышу. Я в поисках пути убегаю оттуда, то есть не в силах ей помочь. Вот все это не очень. И буквально сейчас вот похороны матери были, тут еще была одна история. Утаскивали душу сестры, держала сколько могла, опять обращалась к этому эзотерику Василию, не могла полностью отключить, просто вытаскивали, она валится на меня, синеет, там меня мама зовет, но я не уверена, что это была мама, кто утаскивал, я до сей поры не знаю, очень бы хотелось, конечно, я думала, что я смогу открыть у себя видение, очень много, где на грани фантастики жила, открыть истинность событий, но тоже вот с гранью смерти. И это я сейчас понимаю, что это была не мама, а какая-то программа, наверное, через нее, потому что, ну ладно, это тоже. И буквально вот сейчас готовясь, вспомнила, была еще история. Это у одной из сестер мамы, мы были в гостях на севере Томска. Ее в это время обворовали. И утащили, по сути дела, все мое золотинки. Ну, вот красивые вещи, которые я оставила. А было так поутру. Разница во времени. Мы уехали на дачу, скрыли ее квартиру, и осталось доступ к моим. Она, видать, вещи прятала. Просто в этой квартире у нее удушили сына. В общем, была история такая. И чтобы возродить нам утерянное, она подарила там колечко и крестик. Я не хотела брать цепочку, по-моему, еще что-то. Я не хотела брать, но мне не хотелось ее обижать. Этот крестик пришел ко мне домой. Он лежал, его не трогали. Я знала, что это неприкосновенно, не выбросила. И в один момент увидела его дочь, запросила. То есть я не смогла ей объяснить, что нельзя. Она зачастую, то есть я не так, как в обществе поступала, она всегда меня упрекала. Ты делаешь не так, ты жадничаешь, ты жалеешь, там то, другое. Я не смогла ей отказать. Она одела крестик, и там приходит мне и во сне говорит, мне снится. А девочка была видящая такая, все понимала, очень хорошая. Я, говорит, на кладбище, где-то на могилках с каким-то мужиком. Я думаю, да что такое? Светлая душа никогда черного ни о ком не скажет. И вспомнила про крестик. И взяла, и вот опять я его пробовала почистить. Как опять в этой группе учили. Я сняла ее с нее, конечно, но он был какое-то время, и мне огнем вычищали. Тогда проверили этот же Василий, что чистый, я его отдала отцу. А с отцом он ушел в могилу. То есть вот тоже грех на отцу есть. То есть ведь я знала, что его нельзя. Отменяю это событие, брать у тетушки этот крестик. Возвращаю ей назад. Это вот по программе смерти.
уничтожаю вмешательство антимира в события, в пространство событий моей дочери и моего рода. Так как я обладала действием, видения не было, но действие было точно. Видение закрыто было, наверное, полностью, я так думаю, там же. Сейчас мы строили круги жизненные, например, ну вот пространство семьи. Строишь круг, и потом все интересы также кругами переплетаются. То есть это делала я, опять же. То есть переплела в эти круги все пространство, и оно было тоже завязано на этой же группе эзотерической. Я это событие отменяю из своего, из рода, из всех моих интересов и событий уничтожаю. От магии мы, конечно, отказывались. Просто те события, которые валятся, я ищу причину, на ком они завязаны. Так, вызывала домовых, то есть эти структурки наделяла способностью следить за пространством, чистить. Даже дочери в комнату селила домового, чтобы следил, чтобы встала вовремя, волосы причесаны, руки выучены, кровать заправлена. В родительский дом, то есть я отменяю садить домовых, уничтожаю все взаимодействие с антимиром. На вопрос, кто вторгаться в мое пространство, вспомнилось еще одно событие. В этой же группе мы создавали маячки в своем пространстве. Этот маячок был дракончик, которого, по-моему, сажали на правое плечо. Это вот эзотерическая группа, вот осознание вот сейчас доходит, и оно доходит. Ну, как вы знаете, по первому сеансу меня просто в 5 лет уронили и выбили скулу, чтобы я не осозналась. То есть вот это вот сейчас, и оно идет правильно, не семимильными, а мизерными шагами. Я не снимаю вину со всего этого. Я была в этой группе, и вот я сотворила, конечно, много всего. Еще одно событие, которое бы мне тоже хотелось посмотреть из этой группы. Когда я выходила, поднимала вопрос, я увидела, то, что в духовном творится, ты не видишь. А то, что на физике ничего нет, то есть нет ни собственной судьбы, нет ни дохода, ни денег, там все рушится, этот вопрос тоже. То есть он тоже сподвиг на выход из группы. Задалась вопросом, и приснился сон, как я выхожу из этой группы. То есть мы за столом сидим, и Юля, это жена вот этого эзотерика Василия, и мы подписываем расписку о том, что он отпускает меня из группы. Только я не верю сейчас, что это была расписка. Мне бы хотелось посмотреть, что за... Не контракт ли очередный был подписан, выходя из группы. Контракты, договора я расторгаю с Василием. Уже несколько раз я их отказывалась. Может, тормошу прошлое, но во всяком случае то, что мне приходит. И еще, будучи в отрочестве, я часто задавала, кто пробил оболочку дочери. То есть, по сути дела, это был крепкий человечек видящий. А потом события начали немножко меняться. И вот сейчас я вспоминаю то, что всего, вероятнее, я сделала сама. Был момент, я всегда знала, что с детьми не надо ни ругаться, ни кричать, они слышат, чувствуют, реагируют. Но в один прекрасный момент я была до такого состояния, как я говорила, поутру я одеваю на себя смирительную рубашку, а к вечеру она развязывается, то есть холодный душ, все, что можно, молитвы, чтобы не сорваться, чтобы держать себя. И зачастую приставала к дочери, там что-то не выполнила, что-то не сделано. И разок, я помню, было такое событие, что из-за каких-то там малостей я к ней очень негативно, даже проклятие бросала, даже собачка, которая любила ее, бросилась на нее. Я считаю, что в этот момент я пробила ее вот энергетическую оболочку. Я отменяю это событие и ту сущность, и ту энергетику, которая меня заставляла, я возвращаю автору, и карму за содеянное тоже возвращаю автору. Я не трогаю пространство дочери. Это душа, которая пришла решить свои вопросы в этот мир. Оно неприкосновенно.
Отрекаюсь вступать в октябрята, пионеры, комсомольцы, вызывать духов, гадать на ромашку, накручивать ниточку на палец, гадать на картах, гадать на святках, о всех магических действиях и обрядах. Я смотрела информацию Ильи, мы тоже прекращали от нее, я тоже раньше сказала, чем к вам пришла, но я так думаю, вмешательства были и идут. Вызывала пантера апельсинчика, посылала родственникам с целью помощи. Визуально накладывала знак цельнозора на пространство, которое хотела изменить по законам гармонии. Это родственников, пространство поселка, где я живу, и места, где я раньше жила. Участвовала в групповой медитации. Я отказываюсь принимать эту информацию, стираю все события, связывающие меня с ним. Прошу мое высшее я показать, за что цепляться антимир, где я нарушила законы все света. Изучала руны у Рудогоя, использовала эти знаки. Отменяю события из своего пространства. Изучала информацию Аверина. Он называл себя инженером новых технологий. Он получил информацию о рунах от Одина. Уничтожаю всю информацию от него, стираю из пространства событий. Задавала себе вопрос, когда уйдет рисунок мухи на моей ноге. На правой ноге есть подколенка, звезды, ну, рисунок из сосуда, рисунок мухи. И после, ну вот школы тоже задала себе вопрос, может ли уйти этот рисунок. Ночью, проснулась ночью во сне, почувствовала боль в правой ноге. На грани выживаемости. Терплю, смерти нет. Просыпаюсь, боль тоже продолжается, не могу унять, засыпаю. Кто вмешивался в пространство? То есть отвечает на мои вопросы, откуда я получаю ответы, что происходило. Хотелось бы знать, стирая все события и каналы, по которым считывается моя энергия, информация посторонним миром. Последний сон, дом детства. Там старик продает книгу. Почему-то я считаю, что она мне нужна. Из соседней комнаты выбегает мальчик и покупает ее. Я тоже тянусь и говорю, деньги на карточке, и вижу расстегнутую ширинку, и там краснота. Просыпаясь, все, отправляю в портал на уничтожение. Обличаю и еще. Может, много я наговорила, но что проявится, я так думаю, будут еще дальше сеансы. Потому что когда-то я очень мечтала все это сама разобрать, но сама не получается пока что. Обличаю программу пьянства. По всем связано. События, приезжаю в родительский дом, там весело проводят время мама, папа, брат Виктор и семья сестры Надежды, муж Андрей и сыновья Илья и Андрей. Там работают, веселятся, купаются, отдыхают. С моим приездом запили. Пьянство продолжается до сей поры. И в этой эзотерической группе «Исток» Юля, с которой мы общались, она видящая, она видела, что всем мужьям, жены, у кого были эти черные шарики, навешаны этим Василием. То есть все почти вступали в пьянство. То есть вот это пьянство тоже, я себя считаю виновникой передачи. Я уничтожаю это событие и карму за содеянное возвращаю автору. Ну вот и прошу мое высшее я освободить, помочь освободить маму и передать программу освобождения. Сейчас нету мамы в живых, отцу Ивану и племяннику Андрею, который тоже ушел из жизни, ну и дочери Василике и семье Нади, мужу Андрею, сыну Илье и всем, кто ждет освобождения. Так. Вижу вопросы. Больше говорила о родственниках. Но я завязана с ними. Я со своей магией. Пожалуйста, конкретнее. Цель, как сказать, большая цель у вас ясна, да? А теперь цель к сеансу. Какие действия вы бы хотели поменять? Ну, вы понимаете, да, что вся наша жизнь – это хитросплетение наших решений. Да. Когда-то мы приняли решение пойти по этой дороге, сделать такой выбор, и сделали какое-то действие,
Да? Поэтому на каждое действие есть противодействие. То есть я тогда приняла решение это сделать, а сейчас я возвращаюсь обратно, это решение меняю на другое. То есть что бы вы хотели поменять в своей Вот жизни? очень много событий завязано с вступлением в группу. То есть и по моему, и по мне, и по моей жизни, дочери, и по моему роду. То есть я хотела бы порвать с этой группой и контакты со всеми эзотериками и магами, и последствия их них и убрать последствия влияния их на события в моем пространстве, события в пространстве дочери, события рода. Ну, Хорошо. Вот вы говорили, что вы пользовались эзотерическими помощниками, так называемыми, от Ильи. Какое ваше решение по этому поводу? Кто настоящий помощник? Как вы думаете? моя душа и мое высшее я, и все, что с ним связано и принадлежит первотворцу жизни. Это главное. От него, от этих событий и пользования я отказалась еще до сеансов ваших, когда поняла, что это типа эзотерика же Василия. То есть все это нереально, все это выдуманный мир. Но зацепки есть. То есть канал я ему проложила, вторжение идет. То есть, например, даже сегодня ночью посылаешь, идет возбуждение. Возбуждение откуда оно идет? Тоже оттуда же, откуда-то. То есть не разорвано что-то. Хотя отказывалась. Ну, не антимир, помощник-то, естественно. Не магия. Ну, естественно, никакие помощники не могут быть извне. Первый признак эзотерического мышления, хотя эзотерика – это понятие очень широкое, да, сюда можно отнести любое явление, которое мы не можем наблюдать глазами, потрогать руками, да, но эзотерическое мышление отличается от нормального, естественного именно тем, что предлагает решение извне. Как раз и отличается, например, раньше это было очень распространено, и психиатры использовали в гипнотерапии этот метод, то есть ничем не отличалось. Но эриксоновский метод, он отличается, это первый психиатр, который начал продвигать совершенно другие идеи, экологичные для человека. Он заметил, что все решения находятся внутри самого человека, и что выздоровление человека от каких-то своих убеждений, программ, наступает очень быстро с эффектом постоянным, тогда, когда сам человек находит эту проблему, сам ее решает, а терапевт просто наблюдает и ведет его деликатно к решению его проблем. То есть и Эриксон, он сказал, что этот опыт, который человек обретает, это становится таким фундаментом, на который потом нарастают все остальные. То есть когда человек сделал в чем-то вот этот прогресс, да, то есть он отменил это, он это решил, тогда он учится решать и другие свои вопросы таким же естественным методом. Вот. Поэтому это очень правильно, я очень рада, что очень много людей начинают осознавать, что все ответы на все вопросы и все решения внутри самого человека. Потому что это вы ходили туда, и только вы можете это отменить. Это, знаете, все равно, что я, например, вышла замуж за Ивана, а развестись прошу, чтобы Люба развелась с ним.
Вот Но ни поэтому Люба, я... ни Таня, никто другой не может отменить мое решение выходить замуж за этого человека. Да, то есть, ну, как двое решили пожениться, ну, они должны только эти двое могут, кто-то из них может поменять это решение, да. Точно так же и здесь. То есть это нужно понимать, что если человек сделал себе проблемы теми какими-то своими решениями, то только он может это все отменить. Это как Вот раз я и и есть позвала залог чувством успеха. своей вины. Ну, смотрите, вина – это прерогатива Желание. программы жертвы, да, то есть абьюзер Мгм. пытается человеку навесить вину, да, и во всех тоталитарных системах это присутствует. Например, когда я начала интересоваться религией под влиянием моего мужа, сначала христианством, потом свидетелями Иеговы, я заметила, идет насаждение вины. То есть чувство вины даже за то, чего ты не делал. А мы не об этом Здесь говорим, а мы говорим не о вине, а мы говорим об ответственности. А это большая разница. вот, наверное, я неправильно сказала. Я отвечаю за свои негативные поступки. Я хочу их поменять, вернее, уничтожить, разбить все те силы, которые на меня толкнули на них. Потому что я знаю, что я обладаю духовным большим действием. И всего вероятнее я принесла очень много в свой род и в семьи своих близких негативного. Сейчас я хочу это отменить. Совершенно правильно, потому что вина, чувство вины раздавливает, уничтожает человека. Но как оно есть на самом деле никто ни в чем не виноват. Если человек ошибся и сделал какой-то выбор, который считает, он же тогда думал, что это хорошо, что это правильно, да? То есть на тот момент у человека были обстоятельства, такие, и его понимание, его программы были такие, что он для себя выбирал самое лучшее. Так в чем же вы виноваты, что вас обманули? Ни в чем. Поэтому чувство вины вообще не должно иметь места никакого. Потому что бы человек ни выбрал, на данный момент он был прав. То есть так его обстоятельства сложились, его мировоззрение, его убеждения. Он же выбирал самое лучшее для себя и для окружающего мира. Гитлер тоже думал, что он освободит мир от чего-то, если он пойдет и всех там славян поубивает. То есть он же думал, что будет ему счастье, когда он это сделает. Путин тоже думает, что он будет счастлив, и кто-то еще будет счастлив, если он всех украинцев, грузин всех поубивает и сделает для себя там какой-то рай без этих людей, да? Без этих мальчишек, которые гибнут зря в разных странах. То есть он думает, что это счастье, ну пусть для него, может для какой-то группы определенной, но он тоже думает, что это хорошо. Поэтому не чувство вины должно быть, а чувство ответственности. А это разные вещи. Когда человек чувствует ответственность, да, я выбирал для себя тогда самое лучшее, а сейчас это самое лучшее лежит в другом месте. Я совершенно другого хочу. Это сразу переводит человека из позиции жертвы в позицию творца. Я творец своей жизни. Все, что я делал до этого, мне было нужно для моего духовного роста. Значит, я чего-то не понимал. Значит, я чего-то не знала. Значит, у меня какого-то опыта не было, а сейчас есть. То есть это причина радоваться, гордиться собой. Я это сделала, да? Вот. Я, например, очень сильно горжусь собой, что я походила в церковь,
один раз причащалась, один раз посмотрела, как происходит исповедь, и сказала: все, больше ноги моей там не будет. То есть я этот опыт прошла, я это все осознала, я раскопала. То же самое с свидетелями Иеговы. Я провела исследовательскую работу, я все это разоблачила, я это поняла. Почему? Потому что я прислушалась к моей душе. Я почувствовала этот диссонанс моей души с тем, что там происходило. И сейчас я не сожалею ни о чем, а наоборот, я горжусь собой тем, что я смогла это разоблачить, увидеть, понять, перешагнуть. Никакого чувства вины у меня вообще не было никогда. Я была один на один с этим миром, который вообще восстал против меня, когда я начала это все разоблачать, эту всю ложь. Да? То есть у меня помощника не было, но мне было, как говорится, все равно, потому что я четко была уверена, что я права, потому что я доверяла себе, своему чувству истинности, которая во мне есть. Точно так же каждый живой человек должен осознавать свою личную значимость. И не надо себя винить ни в чем. То, что вы сейчас делаете, это только благодаря тому, что вы знаете, кто вы. Потому что человек, который себя не осознает, он как на ветру какое-то деревце. Ветер туда, ветер сюда. И он не знает, кто он. Он зависит от мнения окружающих. Но только человек, который знает, кто он, чего он хочет, он слушает свое внутреннее «я», только тот человек способен противостоять этой системе. Да? Поэтому не говорите чувство вины, говорите «я ответственна». И это окрыляет. Я ответственна за себя и свой род, поэтому я Вот, хочу поменять, из прошедшей жизни оставить только опыт. да. Вот это самое важное, мы за этим и пришли. Души воплощаются в физическом теле для того, чтобы выработать нашему разуму физическому, выработать, помочь ему выработать вот это умение распознавать зло и добро с самого раннего детства. И если человек обрел этот опыт, то в следующих своих воплощениях этот опыт с ним придет. Вы представляете, какие божественные души вернутся снова для того, чтобы продолжить улучшать этот мир? Эти люди уже... Вот сейчас только мне мысль вот эта пришла, да? Вот эта мысль, почему я такая другая, почему я такая вот с самого детства, не такая, как все. То есть я не говорю, что я особенная, но я родилась в большой семье, у меня сестер много было, ну, я же осознаю, какая я была, другая, особенная. Почему? Потому что какая-то с каким-то вот внутренним знанием. Виктория, Да? ты злочно во времени не прыгнула уже с опытом? Нет, я так думаю, что... Вот мы так и прыгаем со временем. Вот, хорошее замечание. Между прочим, вот гипнотерапия, именно гипнотерапия по эриксоновскому методу, это то, чем мы занимаемся на нашем канале, когда человек сам обретает опыт, он сам, мы просто ведем его, а он сам раскапывает свои завалы, сам осознает, где он сделал ошибку и исправляет это. Вот мы же Да, возвращаемся во времени назад. Вот мы и прыгаем во времени то туда, то сюда, самым При- естественным образом. И это не противоречит устройству психики человека, это не противоречит устройству нашего пространства, а наоборот мы используем данное первотворцом для
блага своего и блага окружающих. Вот так что попал в точку, как всегда, Виктория, Женя. вот этот Эриксон, он же тоже в гипноз клиента погружает. Мы же в гипноз не погружаем никого. Ну, здесь я тебе скажу. Смотри, это как масло масляное, это как эфирные масла. Что такое эфирное масло? В эфире в чистом масла нет. Вообще, почему оно маслом называется? Ну, это вопрос, уже так его назвали, потому что для того, чтобы эфир действовал, его нужно связать с каким-то носителем. То есть, если взять, например, вот компанию Vivasan или другие компании, в Швейцарии таких компаний очень много, во Франции и так дальше, там добывают чистейшие масла, которые фактически эфир, один эфир в бутылочке. Если бутылочку открыть, этот эфир улетучится. Но в косметологических целях, в медицинских целях начали это масло, эфир добавлять в масло. И там эфира может быть 1%. И эти дешевые эфирные масла, которые в аптеке продаются, для их пользования внутреннего как раз этот состав и описан. Эфир такого там, эфир такой-то 1%, все остальное масло, даже не указано какое, это подсолнечное масло или какое, ну какое-то масло. Вот точно так же и с гипнозом, да, то есть гипноз, называют гипнозом любое погружение, да, релаксация с использованием альфа-ритма головного мозга. А здесь я не называю свои сессии гипнозом, потому что гипноз, другими словами, это внушение. Пойди туда, сделай это. Мы этого не делаем. Да? Я это называю альфа-сессией. Почему? Потому что мы используем альфа-состояние головного мозга. Это естественное состояние, в котором находится человек по много раз от утречка и до вечера, а самые продуктивные минуты – это когда человек вот дремлет еще в полудреме после пробуждения или перед сном, вот он уже находится в этом состоянии. Мы используем это состояние в наших активных практиках дыхательных для того, чтобы эффективнее внушать себе нужные установки. То есть идет замещение негативных установок на позитивные. Поэтому это вот, ну, так есть. Гипнозом, под гипноз это все навалили в одну кучу. И я сейчас работаю над этим сайтом, мы сейчас описываем его, то есть статьи я пишу, и я буду писать эти статьи. И это хорошая новость, что наконец-то я нашла маркетологов, поняла, как это работает, и будет сайт, на котором я смогу вот эти все тонкости описывать, писать, и каждый может зайти на этот сайт, он где-то через неделю уже должен заработать, и обучаться, то есть чтобы понимать, потому что когда происходит озарение, я это понимаю, как это работает, вот этот механизм включается, когда меняются старые программы на новые убеждения. Потому что по программе мы идем, как белка в колесе. Крутимся, крутимся, колесо крутится, белка обязана бегать, потому что она, ну, так колесо работает, пока белочка там бедная не умрет. Она не может из него выйти до тех пор, пока не остановит колесо. А когда происходит вот это озарение, вот как оно работает на самом деле. Колесо останавливается. Человек останавливается, он начинает понимать, где он, и тогда он способен сам зайти в свое прошлое, поменять его. И это естественно. Смотрите, произошло что-то, а мы думаем, вот елы-палы, вот я так сказала, надо было бы вот так сказать. И таким образом мы меняем эту программу. Вот надо было бы это сказать. Дело в том, что бывают такие эмоциональные всплески, когда это очень сильно запечатлевается, и зайти в этот момент очень сложно. То
То есть нужны такие же обстоятельства, такие же эмоции. Я как телепат это чувствую вместо человека. То есть, ну, вы знаете, я там и плачу иногда, и то, и все. То есть таким образом максимально мы входим в это состояние, в это время, в это пространство с этими чувствами, потому что Вселенная чувственна. Чувство – это энергия, это колебание. То есть вот определенного, это очень примитивно сказать, но это все физическими терминами можно описать. Да? Поэтому мы живем в волшебном мире, о котором только начинаем узнавать истину. Да? Возвращаться. Да, да. Вот поэтому вот так и есть. Мы гипнозом не занимаемся, но это называется регрессивный гипноз. Некоторые занимаются регрессивным гипнозом, и это обычно все. Я верю людям, я не смотрю вообще, у меня нет ни желания, ни времени смотреть, чем занимаются другие, но я верю тем нашим друзьям, которые пишут: Виктория, Евгений, у вас на канале происходит нечто совершенно другое, чем происходит на других каналах. И буквально несколько дней назад один канал очень сильно критиковали, просто смеялись. То есть человек, который вообще далекий от этого, делал разборки, эта девушка делала разборку, ну, не будем говорить, известного канала в России, гипнотерапии. Ну, что я вам скажу? Я угорала. Я просто угорала от того, что там происходило. Это чистой воды, дешевый, ну, как цыганский гипноз называется. Вот просто дешевый гипноз. То есть люди захотели просто зарабатывать деньги, но как это работает, что это работает. То есть это были просто набор каких-то установок, гипноз, просто гипноз. Виктория, очень много каналов, которые работают на определенном уровне сознания. Люди идут туда определенные. Мы пришли к вам. Это понятно. Потому что мы сродни. Все там сказано. Мы тоже путешествовали по интернету, много с чем знакомились. Ну, да, это совершенно верно. Вы знаете, это как магазин. Вот я во Львове жила, и у нас были с мужем магазины. И, например, мы торговали кожаными изделиями, и в этом, например, такой центр. У нас во Львове торговый центр самый красивый, самый большой в Европе. Да? И когда ты заходишь, и вот мой муж купил бывший этот магазин, и я прихожу и смотрю, а там везде в этом районе только магазины с кожаными изделиями в большинстве, да? И я спрашиваю, а почему так? А конкуренция? Он: нет, это наоборот, человек приходит, и у него есть выбор. Это совершенно правильно. Я люблю такие вещи, я привозила вот такие вещи, а кто-то любит подешевле вещи. И то есть для каждого покупателя был определенный товар. И для каждого покупателя был предоставлен тоже другого сорта продавец. Помню, как-то забежал какой-то мужчина и так смотрит на эти куртки издалека, а я говорю, предлагаю ему что-то померить, а он говорит: а что можно? А я говорю: ну, а зачем же это все? Ну, естественно, можно. Он: фух, вы знаете, я только что был в магазине, но это друг моего бывшего, он о нем говорил. И на меня так орали за то, что я померил 3 куртки, и мне ничего не подошло. Я говорю: ну, у нас вы можете померить все куртки. Если вам не подойдет, это нормально, потому что вы должны купить то, что вам подойдет. И он, естественно, купил у меня, потому что он померил и нашел то, что ему нужно. И что интересно, у меня всегда были клиенты даже летом. Мы не переходили на летний товар, потому что
клиенты были свои постоянные, они приходили, они заказывали. Я, бывало, соберу заказ, поехала, купила, и за один день все пришли и забрали свой товар. Всем все подошло. Потому что вот так и есть. Мы живем в мире большого выбора. Никто никому не конкурент, каждый выбирает то, к чему он готов на данный момент. А у нас на канале самые лучшие, самые осознанные и самые добрые, и самые замечательные люди, самые Которые ответственные, просветленные по-настоящему. с мечтой о светлом. Просветленные, потому что истина такая простая. Чудес не бывает. Все, что накуролесили, вот там чудеса. Сами можем и разобрать. И это очень здорово, потому что это несет ответственность. Да, это я. Ну, это очень просто объяснить, да. В одной книжке я прочитала. Ты вышла замуж за Васю. Вася алкоголик или трудоголик, или бабник, или кто-то. Ну, ты же Васю выбрала. Ура! Если я его выбрала, тогда я сейчас от него отказываюсь. Да? А позиция жертвы совершенно другое предполагает. Да? Ой, да, ну что, мы разогрелись, пора Полетели. идти работать. Угу. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Была попытка, вот как эти программы работают. Чувствую, вот так в левое ухо такая программа. Ползет черная энергия и такой гипноз. И я возвращаюсь обратно в ту секунду, когда ты сказал, вот ты очень хорошо подметил, да, но мы же гипнозом не занимаемся, почему ты говоришь гипноз? Да, и здесь же сразу же то, что я не договорила. Ну, это часто бывает в разговоре, да, когда мы ведем диалог, одна мысль, другая, как скакуны скачут. И что я не договорила? И когда я это в эфирном пространстве вот договорила, тогда это все ушло. А я договорила. Итак, эриксоновский гипноз перерос в эриксоновский коучинг. То есть Хорошо. Теперь закончено. это все раз и уползло. То есть как интересно, да, мы свою важную мысль должны как бы всегда довести до конца, то есть оформить ее, не оставлять ее разорванной. Ну, хорошо, Виктория. Отсоединяйся от всех и всего, поднимись повыше. Да? Хорошо. На счет 3 ты найдешь в эфирном пространстве эфирное тело Людмилы. 1, 2, 3. Ну, ты сказал, поднимись повыше, и я очутилась в таком сияющем пространстве. А когда ты сказал найти Людмилу, я вот вижу, как я буквально протягиваю ей руку, но моя рука, вот я не отсюда, я вижу, что протягивается рука как бы со стороны миссии, со стороны Первотворца. Сейчас я посмотрю, как это работает. И я вижу, что... Ой, как интересно. Считывается духовная часть Людмилы. Она находится в секторе миссии, в секторе Творца. Со мной она связана вот такой ниточкой, как гантелька, да? И связана вот там внизу. Там такое пространство, буквально ее там что-то колошматит. А духовная ее часть как будто пишет письма и передает ей. Коммуникация подсознательной части с ее физическим разумом. То есть четко я вижу, что ее подсознательная часть,
То есть ее духовная часть находится в секторе миссии, а ее сознательный разум находится в нижнем пространстве, считывается во владениях антимира. И когда я посмотрела, что же там такое, и я слышу ее решение прийти туда. Но оно там считывается как сюда, то есть как бы с этой точки зрения, оттуда. Сейчас я ее зову. И она буквально как будто бы выходит, ее высшее я вот так ее просто вытаскивает. То есть я зову, через высшее я идет связь, и она как будто бы выходит из такого плотного серого пространства. Просто звук услышала, так, как будто бы из какой-то жижи. Считывается из гипноза. Она выходит. Так, я смотрю на нее и вижу ее такая красивая, ее лицо стройное, как будто бы ее кто-то вот так как бы покусал. Из сектора интерферентов с одной стороны, где правая нога, буквально такая энергия черная, такая. А от сектора магии идет какой-то звук, как звон. Вот дрожит вот так. Вот так дрожит. Где-то далеко, там низко. Считывается как медные трубы. Медь считывается. Оно дрожит. И вот подключка. Это идет, как-то, сейчас скажу, интересно. Она проходит через печень, через родовой канал. Вот так идет в печень, в сектор принятия решений, когда только звук черный идет, а сюда это медная трубочка, а потом вот так в печени, вот так закрутилась такой трубочкой, как самогонный аппарат. И пошел вниз в сектор интерферента. Считывается казуальный аспект. Хорошо, Виктория, давай считаем эфирную ДНК Людмила, она ли это? Да, это она. И она держит вот так, из сердца вынимает, у нее руки вот так вот все сияют. Так интересно, такие лучи сияющие. Она вынимает из сердечной чакры вот здесь, отсюда, такой черный шарик. И как бы отдает движение такое в сектор интерферентов, но смотрит она, вот идет как обратная связь, сектор магии. И у нее в глазах такие черные шарики, которые тоже направлены в сектор магии. Хорошо, Но Вера, она да. очень сияет. То есть такое впечатление, что ее вот это сияние как покрывалами понакрывали такими клочьями, то тут, то там, а оно пробивается. А руки так интересно, красиво очень, такие лучи. Хорошо, Виктория. Давай Да. спросим Людмилу, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Она говорит, разрешаю, и показывает на корону. Показывает, что вот там, где 6-я чакра, там такая черная энергия, похожая на черную корону, которая отделяет ее 6-ю, разделяет 6-ю и 7-ю чакры. И 7-я чакра считывается повиновение. Она вот так как-то сильно вытянута, подтянута вверх, сияет как шар.
И такая интересная подключка идет вот такой волной. Ну, эти подключки, это и есть такие волны в секторе интерферентов. Подходит вот так и пошло. Ментально это соответствует сектору духов, духовное начало. Я слышу, когда я смотрю, оно буквально четко под ногами, вот как ось, считывается эзотерическая ось человека. Она находится внизу, под ногами. Там черный такой, считывается купол власти, шар черный. Купол власти. Кого? Кто хозяин этого купола власти приказывает проявиться хозяину? Ну, я слышу сатаны, дьявола, но сейчас приказываем ему проявиться. Приказывай хозяину проявиться в соответствии его эфирным ДНК. Там в секторе интерферентов крыльями машет, считывается дракон, чудовище, эгрегор. Какой-то эгрегор. И там, когда я смотрю вглубь, и я слышу исток, и слышу акт поклонения, и вижу такой иконостас, и там какая-то фигура. О, это Людмила. Она такая размытая фигура, сияющая, и она так и идет, ноги ее находятся прямо еще ниже, в нижних пространствах, своим разумом, и то есть она как вытянутая очень сильно, и она вот так кланяется, говорит, иконам. А там такие разные портретики. Один вот такой овальной формы, другие квадратненькие, как фотографии, потом какие-то семейные, просто фотография с такими краями вырезанными, старинными, как ножницами такими. Там пара, вообще двое. Слышу родовой ствол, и от этого идет такая подключка черная, большая, вот туда. Слышу эгрегор сатанизма. А что это такое? Сатанизм. Так, что это за эгрегор такой? Каковы его свойства? Вот так. Я слышу противоречие. Вот. Противоречить Творцу. Противоречить. Я слышу конам физики. Устройству мира. Я слышу, что это какая-то субстанция, устроить глубину. Вот эта серая, это субстанция, которую я видела, которая потом спускается, и внизу черная. И Людмила, вот эта, которая там как будто кланяется этим иконам, ноги как бы застряли в этой черной глубине. Это черная глубина. Там такой вихрь, вот такой черный, который засасывает, вот как эти вихри в природе бывают.
И я вижу, что там вот это треплет крыльями. Крыльями. Мгм. Но этот дракон, но это программа. Это как символ эзотерический. Его живот, пузо, такое как будто бы сложено с каких-то прутьев металлических. Как будто бы вот так кто-то, много людей набросали туда-сюда, вот так вот. А крылья как дух черные, а тело такое искусственное. Искусственный интеллект, созданный, я вижу, медитативными практиками. И слышу Василий. Мгм. Имя Василий находится в секторе магии. Считывается эзотерик высшего ранга, колдун. Кому-то руку пожимает. Вот как встречаются, как деловые партнеры. Кто-то, когда Приказываю этому второму, приказываю отвечать, кто он такой, назваться. когда они поприветствовались, то этот черный, который снизу шел, он стал расти, а этот начал уменьшаться. Мгм. Так, Так, кто там вижу, начал расти? такая Это борода большая, он вытягивается вверх, в верхнее пространство пробирается. Борода и глаза черные, такие шары огромные. Тельняшка жонглирует черными шарами. Мгм. Понятно. Колдовская шапочка на голове, то есть вот этот такой считывается тюрбан, но выглядит как треугольничек черный. Одновременно и тюрбан какой-то, и он в плаще в каком-то. Так. Мгм. Держит кого-то вот так за шею. Да, это Мону держит. Вот так черной рукой, а у нее шея так вытянулась, такая длинная, а голова вот здесь безвольно висит. Мгм. А тело вот такое стало, как какое-то длинное, странное такое, как у водяного такое, как живот такой большой, а потом такие ножки худенькие потянулись. Мгм. Так, и вот этот Василий с этим Ильей, короче, сотрудничает. От Ильи идет информация, что он перенял опыт. Вот так показывает. Чей Ну, опыт? Это Василий? да, Мгм. А опыт чего? он говорит создания и показывает вот этого дракошу, как он берет на руки его, а он вот похож на, вот как Мона, вот как водяного рисуют, да, Мгм. мультики о водяной и водяной. И он берет вот этого дракошу вот так, а он как будто бы водой наполнен, вот так, как шарик наполнен водой. И он так его подбрасывает, говорит создание эффектов, космических эффектов, создание символов, закреплять эти символы в пространстве. Он как будто есть специальный такой акт, чтобы его закрепить. Потому что если бы все вот это, что люди думают, сразу же имело действие, то это был бы просто ужас. Но мысли так бегут туда-сюда, а он именно говорит о том, чтобы закрепить эти символы в пространстве. Мгм. Что он перенял опыт предшественников,
Каких предшественников? Ну, это я считываю, что это в пространстве Мгм. Людмилы. Он притянулся, потому что уже был этот предшествующий опыт у Мгм. Людмилы, а этот пришел на все готовое, как говорится. А как это, Виктория, происходит, вот это закрепление в пространстве этих символов? Вот, например, когда Людмила делала этого дракончика, садила на плечо, она говорит, давай посмотрим этот. Давай посмотрим. Сейчас я Мгм. зайду в тот момент, когда Людмила... Сажала дракончика на плечо, создала какой-то маячок в ее пространстве. Да, я Мгм. вижу. Она вот... Я слышу силой воображения. Это вот здесь внутренний такой экран. Вот так, Мгм. Так. вот такой. Я слышу цифровой, какое-то слово сейчас. Цифровой субъект воспроизведения. Он напрямую связан с источником, с Василием. Он выглядит так, как круг такой, как будто он сделан изо льда, вот такие, как лабиринт вот такой. Все там поблескивает, ледяное Мгм. как будто. Она там как будто бы рисует этого дракона, а потом берет и посадила вот сюда, на плечевую сердечную чакру, и потом резко вот так пошло в сердечную чакру. Пух! Потому что Мгм. это плечи, это сердечные чакры вот здесь есть, плечевые, они вот так находятся. Ну, там такое, как изображение внутреннего Мгм. духа, да, это можно геометрически изобразить, но не нужно это делать, потому что эзотерики, как раз и религиозные деятели этим и грешат, что они изображают и зацикливают вот это, и навязывают потом уже свои идеи. Мгм. Это гипноз. Что, Виктория, произошло, когда она нарисовала этот дракона? Из чего это состоит, этот дракон? Из каких энергий или программ? Что это вообще такое она создала? Ну, я вижу, что у нее в руках, как будто бы это не ее руки, но ее тоже. Вот так где-то, где решение, подписание контрактов, как спицы, такие блестящие, и она вяжет черными нитями, а черные нити тянутся в такой клубок черный из сектора магии. Он считывается, этот Василий, предатель. Мгм. Он как бы предал ее, его эзотерическим убеждениям. А там внизу такой черный клубок, и эта ниточка с этого клубочка, вот так она это все вытягивает. Это считывается сотворение реальности магическим способом. И там раскручивается вот такой этот клубок черный, но внутри я вижу там какое-то красноватое свечение внутри этого клубка. Сейчас я считаю, что это. Мгм. Там я вижу такой глаз красный, зловещий. Считывается глаз дьявола. Мгм. Так, она вот этот сплела этими нитками этого дракончика. И что это получилось? Каковыми Этот свойствами? глаз Ага, этот глаз да. дьявола, он перекочевал в ее сердечную чакру внутрь этого черного шара, который она показывала с самого начала сеанса. Мгм. Так. И в этот момент я вижу, как ее руки почернели, вот так почернели. Вот точно так же я видела у себя, когда я с Еленой работала, она уже подключилась к этим мистической школе.
к этой эзотерической, ну, эти подземные какие-то цивилизации, она уже заключила контракт. Когда я хотела ее вытащить, Мгм. я вытащила клиентку, и было все хорошо. Потом я протянула руку ей, потому что я ей говорю, а там кто-то есть. И она говорит, посмотри, кто. Я смотрю, это она. Она, вытащи меня. И я протянула руку, и я смотрю, а рука моя чернеет. А я спросила, почему? И я услышала, вот как бы ответ пошел от сектора Первотворца. Ты не имеешь права ей помогать. Мгм. Точно так же я вижу, что в тот момент, когда она создавала этого, считывается верблюд, сейчас я услышала верблюд, накопительный эффект, накопительный. То есть как верблюд Воду накапливает. накапливает, вот так Мгм. там накапливается какой-то эффект накопительный. Так, я вижу, что это все встроено в одну систему с антимиром. Там просто этот механизм, не буду все это описывать. Мгм. Так, Когда этот и процесс начался, этого накопления? ну вот мы же рассматриваем, вот Мгм. Да. когда этот С конкретный этим случай. дракончиком. Да. Ага. И что Да. интересно, вот как Илья стоял там и жонглировал такими черными этими какими-то шарами, то этот эффект начал проявляться у нее в сердечной чакре. То есть как будто бы там руки какие-то, много рук черных, жонглируют черными шарами. И что это означает? Означает ведьма, ведьмовство, то есть создавать реальность магическим способом. Вот в какие дебри заводят эзотерики человека. То есть самое страшное, что может быть, это связь с колдовством. И Мгм. они называли колдовство, называют эзотерикой или духовные практики, или еще как-то. Вот. То есть она превратилась в черных творцов, пополнила ряды черных творцов. Вот оно так и звучит. То есть вот этот символ жонглировать черными энергиями. И в каждом из шариков я вижу тоже этот дьявольский красный глаз. И передача, потом она передает это пространству. Считывается клеймо. То есть она вот, когда передавала это. Мгм. То Я вижу, есть как ее вот здесь, третий глаз, мгм. связан с антимиром. То есть вот прямо это духовный, считывается, когда я смотрю на эту подключку, отец, духовный отец, антимир. Мгм. Виктория, а вот когда она приняла этого дракона, и этот глаз перекочевал к ней, в Да. ее эфирное тело, как это проявлялось на физике? Что с ее физическим, какие-то симптомы были? Что произошло с ее физическим телом, здоровье, психика, как изменились? Я слышу, что она почувствовала отчуждение, она посмотрела, ну, это не на физике, это как ее духовный взгляд. И она Мгм. увидела черный хвост, символ ведьмовства. И она как будто бы открыла вот такое окно, которое Мгм. находится вот с правой стороны. Там какой-то контракт. Я Мгм. слышу с Ильей, почему он себя монастырским называет? Сейчас И я ему говорю, попытаем. что Мгм. да, Мгм. Хм. там контракт, он буквально так светится на уровне колена, то есть она преклонила колено. Вот Мгм. на что он притянулся, то есть он пришел уже на все готовое. Когда человек не занимается Мгм. эзотерикой, магией, его не в чем уличить, тогда я вижу, пространство Мгм. его закрыто. Э, То есть защита от магии– это отсутствие магии в своем пространстве. Мгм.
Что, контракта мы вернемся, Виктория? Я хотел бы все-таки на физике посмотреть, как симптомы происходят у Людмилы от этого ее соединения с этим глазом дракона. Как оно проявилось на физике? Ты хочешь, чтобы я нашла в тот момент физическое ее? Да, на физике, после того, как она Я совершила, слышу как... угнетение иммунной системы, и буквально вот так вижу, как будто бы пресс вот так давит. Мгм. Угнетение иммунной системы. Ну и то, что я вначале услышала, трубчастый паразит какой-то. То есть Мгм. энергия какого-то паразита, который выглядит как трубочка. Мгм. Понятно. И это вот на печень пошла. Да, да. Мгм. Это, ну вот эта энергия, она как будто бы вот так бьет ее, где я слышу, сейчас посмотрю, Мгм. там, где желчь заходит в кишечник. Вот она как это, как трубочка, и считывается трубчатые черви. То есть пошла энергия, скажем Мгм. так, подавление иммунной системы, чтобы иммунитет не распознавал паразитов из внешнего пространства. Так и слышу, паразитарная инфекция. Мгм. Понял, Виктория. Отсоединяйся от этой ситуации. Да, Давай посмотрим этот контракт Людмилы с этим Ильей, который называет себя монастырским. да. Что это был за момент, когда это произошло, этот контракт? Я вижу от ее пространство вот так идет. Пух, слышу ярлык. А, Мгм. Что это за Сейчас. ярлык? Мгм. Так, это символ цельнозора. Он выглядит вот так, как круг, и как-то разделен на такие фазы. И я слышу распространение ярлыков. Оно считывается сигналы, Мгм. как общая сигнальная система. И она снова показывает руки, которые черные по локоть. Мгм. Так, это связано с тем рисованием этого дракончика, когда эти руки стали черными. Это все притягивается, вот оно как клубочек разворачивается, все эти события. Но я слышу поцелуй, иконостас, поцелуй Ага. мертвого тела. Мгм. Э, Это я слышу одобрение мести, одобрение зла, сервер подсознательного восприятия смерти, Мгм. Восприятие. одобрение смерти. И вижу, как в этот момент вот она погружается в в антимир, Мгм. вот буквально как будто бы проходит сквозь такую колбочку, и там, в том пространстве, в этой колбочке очутилась. Ага. Сейчас давай посмотрим, что это за колбочка, интересно. М. Она так как будто, знаешь, э, просочилась в такую колбу, но я чувствую, что вокруг это считывается сервер, какой-то компьютер, сервер.
что рядом есть такие же колбы и есть такие же жертвы. А она находится в своей, Мгм. она ограничена, там пространство вот так ограничено, и есть два выхода. Один идет сияющий, откуда она пришла, а другой утомляющий, черный, идет от антимира, и он как черный дым распространяет. Она зашла, и какое-то время была как сияющая, как сама была одна, а потом начал как этот дух проникать туда, а она начинает все больше и больше пытаться от него отстраниться, подниматься вверх, как бы, чтобы выйти, но там такая защелка черная. Я слышу духовный контракт. Мгм. Так, Когда этот контракт? я слышу контракт поглощения смертью. Мгм. И слышу Василий. То есть к этому этот контракт с Василием был усилен Ильей. Мгм. Подтвержден как бы. Вот это и есть накопительный эффект. То есть когда есть зерно, посеяно зерно, я слышу неверие в себя, неверие в отрицание своей божественной силы, когда человек сознательно выбирает темные источники, вот, то он как бы накапливает этот черный ресурс. Вот как я увидела, вот в этой колбе проникает эта черная энергия, накапливается и вытесняет свет. Там идет взаимодействие, она не может оттуда выйти из-за этого крючка, этот контракт. Я слышу доброжелания, доброжелание смерти, поцелуй смерти. Вот это создание этого иллюзии, этого иконостаса, это те зацепки, этот иконостас и этот Дракончик. Эти. дракончик, это есть те зацепки. Сейчас нужно их отменить и посмотрим, как Илья отвалится или нет. Хорошо. Так, Людмила ее осознанно хочет отменить этот, Сейчас, заниматься. одну секундочку. Ага. Какой-то язык появился из сектора магии, который лакает, как длинный язык какой-то ящерицы, лакает эту энергию. Как бы хочет накушаться перед смертью. Я это все заморозила. Угу. И я вижу, что это Илья, вот он. Ящерицы, это ящерица такая огромная, как большая Угу. игуана. С таким языком. Это вот мир этих ящериц, этого всего. Зачем он это все создавал? Эгрегор он свой создавал, чтобы это все программы, на самом деле, как он там пантерки, это все поназывал, это все программы для того, чтобы отбирать энергию у Угу. человека. Приятно. Обвертка черных энергий. Мгм. Пантерка всякая, зоопарк. Так, а приказывает Илье, отвечает, зачем для него называться монастырским? Для чего? Почему для него это важно? Он говорит, что он припрятывает свой настоящий фейс. Угу. Он говорит, что он прикрывается ее мужем. Он говорит, она замужняя женщина, у нее 2 мужа. Говорит, один настоящий и один фиктивный. Ну, это в том времени было, да? Угу. А кто настоящий? Я вижу лицо Володи, ее мужа. Угу. А он называет его прогрессирующий дурак.
Он говорит, что он дал Моне слишком много воли, а я ее, вот так говорит, возьму в кулак. Я отожму от нее ее дух. И я вижу, как вот этот захват Мгм. он сделал. И снова, когда я смотрю, а у него там возле левой ноги как маска какая-то лежит, привязана к нему. Это считывается фейс его. Мгм. Пользуясь случаем, давай Володе передадим алгоритмы освобождения, если он их примет. Покажем ситуацию, что прикрывается его фамилией. Ну, я слышу, я вижу, что он лежит, и считывается, что он мертвый изначально. Какой-то красная энергия, как креветка. И он так лежит. Он как будто бы дышать не может, у него маска на лице. Вот оно что, он же родился с астмой, он без этих лекарств не может жить. Я ему передаю информацию, что он изначально жив, а эта программа, что он мертв изначально, ему не принадлежит как божественной части его души. Мгм. Я передаю эту информацию ему. И я передаю, а почему-то Илья испугался этой информации. Он кричит, это я его заморозил. Это предыдущие эти, я слышу, воспоминания. Он что, Берией был? Кто, Володя. Володя? Ну, точно. Так вот, точно. Вот молодой Берия и молодой он. Короче, я передаю, это очень запутанно все. Да. Передаю информацию, это их разборки. Мгм. Да, точно, он говорит, я подготовил тебе мою жену. Так у них там что было? У них там Санта-Барбара. оргии были. Оргии, они женами там менялись в том воплощении, когда этот Берии был, а этот Сталиным. Ну да, и Меньшиков то же самое там. Короче, все это Как дело там все, запущено. да. Так, ну хорошо, информацию передали. Она считывается, как переходит из рук в руки. Мгм. Я передаю Володе информацию, и вижу, как у него как будто просветляется. Вот так. И я передаю информацию, что Первотворец на самом деле изначально и Жив, прощает живет. всех прощает за все их изъяны и грехи, если человек раскаивается, и у каждой живой души есть эта возможность стать снова чистой, очиститься от... Как же это перевести на русский язык? Плюндрувати, это значит, ну, очень примитивно, что мне идет, это как растоптать. Растоптать. Что этот антимир буквально души растаптывает. Мгм. Да. Ну, понятно, Виктория, хорошо. Да, возвращаемся к Людмиле. Отсоединяюсь от этого. Отсоединяйся от этих ситуаций. С этим. О, оно как аппендикс, вот это пространство. Мгм. Да уж. Так, хорошо, Виктория, давай тогда посмотрим ситуацию с вот этим истоком, когда Людмила создавала этот иконостас. Людмила. Да, вот эти фотографии делаю. Мгм. Рациональная Людмила отказывается от
этого действия, создавать этот иконостас, Вот эти одну ритуалы. секундочку. Вот этот Да, говорит, дух этого Васи говорит. Василий. Выходит из него этот, он одержимый, такой черный, как силач, как этот какой-то сейчас джин, только черный. И он говорит, я научу вас быть как мощными, научу вас быть магами. Вот. И вижу, как это желание управлять своей реальностью откликнулось на эти его обещания. И вот Людмила достает этот контракт. Я слышу убеждение быть мертвой, какой-то контракт, убеждение быть мертвой. Забить место. Я слышу в иерархии смерти. И вижу, как это выглядит. Считывается иконостас. Это как будто бы срез вот такой. Такая волна с одной точки идет. Как сканирование неба проходит, когда ищут там, например, самолеты, да? Вот такой диапазон пошел, такая волна. И там эти мертвецы. И она поставила как бы себя, вот поцелуй, поставила в центре. Считывается забить место, законсервировать себя в источнике смерти. И я вижу, как эта мысленная картинка, которую она создала с этим иконостасом. Вот ключевое место – это ее место по центру, как зеркальце такое, запечатлеть себя. И пошла привязка в антимир, где она вот в этой колбе вот так стучит, пытается вырваться, а там слышу петля времени, вот этот крючок, петля времени, которая вот так черная закручивается в такую спираль в антимир. На чем эта петля держится? Где зацепка? А внизу в секторе интерферентов там тоже такая как пространство, и в этом пространстве, как в колбе, сохраняются копии договоров. То есть я уже вижу несколько копий, много копий. Вот ее решение – это одна, это как оригинал, потом ее воображение – это одна копия, потом эти эгрегориальные структуры, там тоже свои копии. И вот тут внизу еще, в самом нижнем пространстве, еще одна, самая большая копия. Я слышу копия о нерасторжении контракта. Это как бы Печать отдельное какая-то. решение, да? Нет, решение Одно? одно, но там оно приобретает разные смыслы в разных пространствах. И в самом нижнем пространстве, там как печать ставят, там обретается другой смысл. Потому что на самом верхнем уровне, там, где ее сознательное, рациональное, она принимает решение, исходя из того опыта жизненного, который у нее есть, и исходя, это считывается поверхностный слой, и исходя из тех слов, которые она слышит, говорит. Вот это, что я слышу, глаз, то есть голос. Глаз, то есть и голос – это одно и то же, да, глаз. Только буквочка, но вообще-то это одно и то же слово. То есть те же самые волны. Да? Глаз, видеть, слышать, то есть улавливать вибрации.
Да, либо в ту сторону, либо в этом. И вот это оно проходит, я слышу, 7 ступеней сознания, и на самом нижнем уровне, там, где уже доминирует, считывается падла. Так, а это кто такой? Кто это доминирует? Кто он такой? Вижу, ого, вот откуда вот эта история про пекло, про это ад. Это считывается Люцифер, он берет руками. Ну, описать это, конечно, сложновато. Разные энергии у него разноплановые, и огонь, и какое-то вот это все. И он берет это как распеченное железо ярко-белого цвета, вот этот контракт. Угу. И я слышу, смотрю на этот контракт, а там распознавание души, вижу лицо Людмилы, и я слышу, что вижу там такой жест, как она вынимает своей рукой вот эту свою божественную искрящуюся часть. Сейчас я посмотрю. Я слышу дух жизни, дух согласия, дух жизни. И сразу такие глаза связывают ее с первоисточником, с той ее духовной частью, с высшим Я, которая обеспокоена этой ситуацией. Угу. Да, хорошо. Вот эти разные договора, где там печать, это На самом получается... тонком уровне она заключила договор, смотри, на одном уровне с Василием, с Ильей, потом с этими программами, дальше. И оно усложняется, оно накапливается, усложняется это все. А на самом тонком уровне это уже там, как я слышу буквально, как все есть на самом деле. А все на самом деле есть так, что Мгм. представляет, какие источники на самом деле представляют эти соглашения. А источников два. Есть источник жизни, как мы говорим, первоисточник жизни, и есть источник смерти. Первоисточник смерти. Люцифер, вот этот, которого мы так называем. Мгм. Это не имя, это свет отражающий. То есть это сущность, духовная сущность, рожденная первотворцом, как, как свободная душа, который сделал изъян. Он буквально, я так и слышу, сделал изъян в пространстве и времени, и он создал свой дегенеративный мир, иллюзорный мир, фантастический, Мгм. без Хорошо, Виктория. признания добром. Мгм. Так, давай вернемся к этому контракту. Да. Что было на физическом уровне? Какое решение Людмила на физическом уровне приняла, когда она заключила контракт? Я слышу стать великой или великим, ну, слышу великой магистром Мгм. магии. Это внушение идет от этого Василия. Она соглашается отдать искру своей жизни, я слышу. Мгм. Так, Это когда она вступила в этот исток, этот нет. момент. Мы рассматриваем тот момент, когда она создает этот иконостас. Мгм. Вот тогда. Так. Мгм. Хорошо согласилась отдать искру жизни. Что она взамен получила? Так, я слышу, она получила контракт о расторжении брака. Какого брака?
Мгм. Что это за брак? Я слышу вот этот, который Люцифер, он разговаривает, от него идет информация, что она хотела быть с первотворцом Мгм. в союзе. Ну, он это называет брак, но сейчас говорит в союзе. Мгм. Но я их разлучил. Она доверяет мне, он говорит. У меня ее частица духа. И показывает, как в сердечной чакре, и где корона. Вот Мгм. так. У нее Разделение. вот такое вот разделение, а у него такое вот сияющее. И он Мгм. говорит, она принадлежит мне. И вот эту частицу ее соглашения, ее души он переносит в какое-то еще нижнее пространство. Оно еще ниже, чем он. Оно считывается как сундук. Так. А на тот момент, когда она согласилась стать великой магистром магии, зачем это нужно было Людмиле? Зачем? Подожди одну Ага. секундочку. Вот Мгм. этот сундук. Сундук. В этом сундуке есть такая игла смерти. В этой игле смерти есть по центру такая точка. Мгм. Считывается точка изъяна, изъять. И оно там такое, как держится на чем-то, как на волоске. Но имеет тенденцию вот так хрупкость сломаться. Так, кому эта игла принадлежит? Кто хозяин этой иглы, приказывает проявиться? Это этот Люцифер, и он говорит, что его жизнь зависит от ее решения, от ее соглашения дать ему свою жизнь. Я Мгм. вижу, что это вот считывается вампирический союз. Эта жертва отдает свою жизнь для того, чтобы жил вампир. Мгм. Я вижу, что когда она забирает свою часть, тогда эта игла ломается, и выходит вот этот замок, взламывается, петля времени раскручивается, и вот так вот эта колба раскрывается. А, И она уходит и забирает вот всю ее вот эту энергию, которая была вот так закручена. Знаешь, как тесто вот так замешивают, мгм. то, что было сверху, оказывается внизу, внутри, ну, все смешивается. И вот я вижу, как этими пластами все вот так перемешано, но она это все раскручивает и забирает. Мгм. И я вижу, как она вот так вот, все, баста, конец. И вот эти черные перчатки, эти импланты, эта энергия с нее уходит. Я вижу, как она берет этот иконостас, вот эту центральную часть, и вырывает. Я вижу, как она, буквально я слышу, растушевывает, вот так стирает этот образ. То есть это визуализация эзотерическая. Я ей передаю информацию, что Людмила хочет расторгнуть все контракты. А она Да. говорит, я не хочу быть великой магистрой. Мгм. Вот. Она говорит, что она хочет быть маленькой частью первотворца жизни. Ага. И я вижу, как она берет вот это стерла и вот так струшивает вот эти все картинки, эти фотографии, перечеркивает и вот так вынимает, как бы из печени, вот, так. Вот Мгм. этот шланг и расторгает. Я вижу, как она как будто бы пишет. И
к этому Василию посыпались такие черные шары. И вот этот считывается дьявол, вот это, что на плече у нее сидело, Мгм. тоже уходит, и она освобождается, и как будто крылья у нее, она так взмахивает крыльями, и ее энергопространство вот было такое, как поскубанное, а сейчас вот энергосфера стала плотная, и она смотрит, а вот это как окно такое круглое, оно вот есть. Мгм. И это символ цельнозора. Это именно сейчас, какую роль играет этот символ? Также Этот символ, он как, сейчас я смотрю, это и есть вот этот трубчатый червь, как, ну, как смотреть на паразита, глиста, то да. это такая трубка и заканчивается таким ртом, зубами. Вот такая трубка гипнотическая идет в сектор магии к этому Илье, а вот эти его лопасти, Мгм. это как зубы, которые, или как окно, которое открывается в антимир через магический сектор. То есть увлечение магией. Так, я передаю Людмиле, чтобы она расторгала все контракты с этим Василием. Что он плачет, пусть плачет и отправляет, пусть она стирает со всех информационных полей всю информацию, и я вижу, как вырывается из нижнего пространства буквально вот так, пух, с этих пространств. Я Мгм. слышу 22 сектора взаимодействия с антимиром. Почему 22? Мгм. И это Что? решение ее вырвалось. Это 22 фокуса внимания или вот как разделенное пространство, как измерения, разные измерения. 22 измерения или 22 преломления, как зеркальные отражающие реальности. Но держится все На на ее чем? решении. Вот Мгм. здесь. Я ей передаю, что ее теперешнее сознание, пусть она перенесет в каждый из тех моментов, когда она увлекалась этой эзотерикой. И я вижу, как она вынимает ноги, вот которые у нее там погрязли, вынимает ноги из таких конструкций, которые выглядят как этого Баф-Амет. Мгм. Из этих конструкций, эти ноги такие, да, она вытаскивает и взлетает вверх, энергосфера сияющая, и вот так расторгает контракты, и они вот так листами летят. Мгм. Я слышу, что она раздает раздачу. И откат получил Илья, и я вижу, как она этих считывается Помощников. вампирчики, Мгм. они вампирчики считываются. Буквально петля вот эта, которая была, она вышла с этой петли, и вот эти духи начали возвращаться по этой петле ну, к Моне с Ильей. Через его эту шапочку, через его это колдовское. Я передаю Людмиле, чтобы она расторгла все контракты, соглашение, ее решение Да, соприкасаться с этим Ильей, вызывать этих помощников. помощников. Я слышу маятники. Что за маятники? Мгм. И она показывает, как в маяки. Вот оно что. В ее О, пространстве много-много маяков, на которые эти энергии Ильи притянулись и как будто бы создали такую мережеву, это как паутина такая, как узоры.
И я вижу, как какая-то энергия из сектора интерферентов, буквально как ведро воды, как будто бы какая-то красная вода выливается на сектор магии, на Илью через это все. А она берет, отказывается, и эту паутину ее соглашений вот так вытягивает. И разделяется ее энергия от этой черной. То есть как создаются две паутины. Одна сияющая поднимается к ней, и она хвать, как шарик такой сияющий ухватила. Она говорит, что это ее решение быть магичкой. То есть, и когда она это решение ухватила, у нее сердечная чакра вот так засияла, и она очень сильно увеличилась. А вот эта черная, как будто шарики такие черные с такими нитями, вернулась к Илье. И когда оно вернулось, то он стал какой-то, как черный шар, и вот так Мону отпустил. Он все время держал ее за шею. Так, а он, рука как будто бы, вот он надулся, как шарик черный. Так, а подключка тянется от этого шарика. Я слышу кармические притязания к Людмиле. Он как маятник вот так колышется и говорит, что она ему должна. Я передаю Людмиле, что она должна только одно ему, отдать ему все его, и пусть приказывает вернуть его, ее частицы души. Она отменяет посылать, я слышу, развешивать ярлыки. О, а это вот эти как черви проникают, то есть в эфирном пространстве. Я вижу, она расторгает договор и вот так подписала, отдала ему. И там в секторе магии оно все вот так как-то рассыпалось. А она выходит с этого пространства. Я слышу магических иллюзий. И я передаю ей, чтобы она полностью очистилась от магии, от взаимодействия с антимиром, от гипноза. Приказывает всем лгунам, гипнотизерам, почему-то это Забирать идет их, как да. алхимик. Колдун. Пусть Алхимик, приказывает. слышу Леонардо. Что, Леонардо да Винчи был? Не знаю, Леонардо, ну да, Или там и пользовался его Нострадамус. Нострадамус, то, короче, все это уходит, Мгм. как сеточка энергетическая, а Людмила поднимается вверх. Поднимается вверх, и вот так из головы такие лоскуты, как серые камни, снимает и бросает туда вниз. Я ей передаю, чтобы руки, которые одновременно и ее руки, и руки ее высшего я, вот так, эту корону берут, вытаскивают. Вот. Считывается сияние души, связь с Первотворцом. И я вижу, как вот эта штуковина, которая разделяла, это выглядело вот как яйцо, и вот так вот разделяла седьмую чакру. И перенаправила седьмую чакру к сектору интерферентов, то есть усыновление, образно можно это назвать, как усыновление. Потому что если кого мы слушаемся, вот этот принцип идет. Тех мы и дети. Да? То есть если человек следует конам первотворца, конам жизни, чистоты, гармонии, тогда его первотворец есть отцом. Я слышу возвращение отцовства. И вот это ее решение снова звучит, ее желание быть как бы маленькой составляющей частью великого
жизненного пространства, и там много-много душ, которые одновременно являются маленькой частью и одновременно как частью, как цельной частью всех. То есть здесь распространяется сила, вот эта общая сила, энергия на всех. То есть это помощь, да, Источник жизни, источника мудрости, жизни, клонов. и считывается заступничество. Мгм. Вот. Хорошо, пусть Людмила расторгает все договора с антимиром, приказывает всем колдунам, магам, насильникам убирать их воздействие со всех времен, со всех уровней ее бытия, отказывается принимать любые воздействия антимира. Я вижу, как вот так стягивается буквально с нее, как одеяло, вот эти черные глаза, то есть это привязка в сектор магии, ориентация на магические действия, эти подключки все, Мгм. как резина такая, все стягивается. Я слышу плоский мир. Мгм. Вот, и она взлетает вверх. И слышу, слышу гармония, как будто бы это как-то нереально, не, очень нереально. Оно одновременно, как будто бы птица поет, но и человеческим голосом тоже. То есть считываются энергии почему-то птицы. Я подумала почему-то, и сразу Людмила повернулась и показала крылья, которые я слышу свобода. Мгм. И в ее пространстве как будто бы птица, как жар-птица. Что это означает? Я слышу Творец Творцов, воспроизводитель Творцов. Мгм. Вот оно что. Сразу мне... Видишь, я же там думаю быстренько так, быстрее, чем здесь. И говорю, Мгм. вот это была эта программа «Воспроизводитель магических программ, иллюзий», да, которые вот в Мгм. сердечной чакре как будто бы жонглировали. Это ушло, а вместо этого вернулась ее естественная настройка, ее естественный быт. Ну, это так звучит. Ну, а мы можем сказать, что ее естество, я передаю ей информацию о ее желании, рациональной ее части, вернуть ее творческий потенциал, ее божественную идентичность, ее код, и ядро ее божественной души, ее духа. Вот. Мгм. И она как будто бы вывернулась наизнанку. Вот так. И это вышло с нее, вот эта подключка, она просто, она как будто бы вывернулась наизнанку и вот так вырывает такую красную как Энергия. энергию из сердечной чакры. А это глаз, вот, я посмотрела этот Мгм. глаз этого. И она взлетает вверх, я ей передаю, чтобы она закрыла все порталы и вернула свою всю идентичность, всю ее энергию со всех тех времен, пространств, и начала жить здесь и сейчас, уже прямо сейчас, чтобы она восстановила коны и коды своей божественной души и те процессы, которые должны были быть в ее жизни, в ее эволюции души, по плану первотворца, без влияния. Пусть она все уберет, это влияние антимира, и возобновит свою целостность, гармонию, красоту, Мгм. жизнь. А она говорит, что она должна помочь маме. Мгм. Хорошо. То есть она передаст маме Софии информацию
алгоритмы Сейчас я ее освобождения. найду. Найди, Виктория. Она находится в таком, считывается в желудке дьявола. Это вот так, как будто бы такой пищеварительный тракт. Вот это эгрегор. Слышу погребенные души. Она говорит, София, что она мучается. Она говорит, что ее мучают страхи. Я ей передаю информацию о наших сеансах и передаю, чтобы Людмила ей передала информацию. И она говорит почему-то, что она зависит от Людмилы, от ее дочери. Почему Она, зависит? ну вот я уже спросила, она говорит, что она привела ее в жизнь. Это как какое-то такое, знаешь, как ходячее колесо. Так, тын, 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 тын. Она говорит, это как помощь друг другу. Она ее привела в жизнь, подарила жизнь физическую. А Людмила ей может сейчас дать как бы поштовх. Это как толчок к духовной жизни. Она говорит, что Людмила растолкала тьму. И я ей передаю информацию. Вот она выходит с этого пространства, чтобы она выбрала те самые светлые пространства. Слышу сад желаний. Чтобы она в этих же саду желаний, она божественная душа, и она может выбрать то самое светлое и самое высокое и чистое пространство, где отдыхают души. И вижу, как Людмила ее как будто берет за руку такой ниточкой и говорит выше, выше, выше. Говорит, тут 3 слезы. Оставь прошлое. Я ей передаю. И вот она выходит и смотрит. У нее такие глаза большие, как-то она так смотрит. Я ей передаю, чтобы она вернула свою идентичность, если она хочет. Она это может. Пусть она посмотрит на свою дочь. Ее дочь смогла это, и она может. Пусть она заходит, вот она пошла, и открылся какой-то портал сияющий вот там. Такие двери открылись. Я ей передаю, чтобы она зашла и закрыла за собой дверь, но с собой забрала все ее частицы энергии и все ее решения. И она снова говорит, что Людмила дала ей поштовх, то есть как бы толчок. Так, это закрылся портал. Да, это все случилось. Людмила вот так, этот жест, который символизирует, что это закончилось. И вижу, как она эту подвязку убирает. Я ей передаю, чтобы Людмила вернула все частицы ее души с тех мест, где она отдавала вампирам, эзотерикам, в любых других ситуациях. Пусть Людмила откажется от подкармливания домовых, приглашать в ее квартиру, тоже это решение отменит. Я слышу, что у Людмилы божественный дар. И я вижу, когда она так как будто бы призывала этих духов, этого домового, и она от этого отказывается, и у нее подключка от 3-го глаза, образно говоря, уходит, отламывается. Я передаю, чтобы она вернула всю творческую силу себе. Она творец. Я слышу, что она творец былой реальности.
Ну да, мы же и творили ее, и творим дальше. Каждый творит, каждый творец. Только главное научиться творить во благо себе и людям. Мгм. Да, хорошо, Виктория. Давай посмотрим момент, когда Людмилу и ее сестру Наталью приглашали, или когда к этому пьяному человеку, которые как бы защищались ими, чтобы успокоить его. Надя. Так. Сейчас посмотрю. Секундочку. Забыл. Потерял. Где ее... вот. Муж Василий, когда был пьяный, он был агрессивным. И приглашали ее, Людмилу и Надю, чтобы как бы его успокоить. Что происходило с Людмилой, когда она встречались с этим пьяным Василием? Я слышу, включали в триаду. Такой треугольник с такими на концах шарами. Верхний красный, а два вот эти черные. А Людмила находится к этой ситуации в секторе магии. Я слышу, подключалась к эгрегору насилия. Хорошо, если хочет, пусть Людмила откажется принимать в Ой, этом как участие. интересно. Она как будто бы на автобусе ехала. И вот эти много этих ситуаций, тик-тик-тик, разматывается все обратно, как кино. Быстро-быстро так. И она взлетает отсюда. Я вижу, как эту веревочку убирает, эту привязку к эгрегору. Она играла роль примирителя, а это каждый агрессор должен пожинать результаты своей агрессии. Нечего с ним там мириться и примиряться, потому что это так не работает. Это работает только на руку этих агрессоров. А они поэтому и агрессоры, потому что другие люди как бы встраиваются в их игру. Хорошо, Виктория. Пусть очищает Людмила энергию от Она вот так, как этой будто бы вот так, знаешь, программы. как вот так говорит, отказываюсь, и как будто перчатка такая черная с руки слетела. Хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Давай посмотрим ситуацию, когда Людмила выполняла покаяние на могилах родственников и получила удар в ногу. Что это было за воздействие? Я слышу демон власти над смертью. Вот она в этот момент, когда этот ритуал поклонения смерти. Так, из-за чего она получила этот удар? Из-за ритуала поклонения смерти. Хорошо, Потому пусть что там Людмила... в Да. теле, ну как бы души нет. Душа на небесах, и душа уходит по призыву своей божественной части. И мы можем помочь, как бы волю дать, направление, помочь разыскать в этих пространствах душе ее путь, то есть дать напутствие, показать вектор движения. А вот эти поклонения смерти, вот это я вижу еще жертвоприношение культу смерти, вот эти Подачки, вот эти застолья, вот это конфетки, там все, все это. да-да-да. Это все ритуалы примирения с смертью, разрешения смерти войти. Она отказывается от этого. И я вижу, как эти надгробия с этими энергиями черными, все уходит. Хорошо. Так. Хорошо. Виктория, отсоединись от этой ситуации. Да.
Значит, Людмила пишет, что Георгий, человек, который на Алтай по приглашению, значит, привез семьи эти. Как он к ней относился, он подарил ей ручку с золотым пером. Есть ли от этого Георгий какие-то воздействия на Людмилу? Григорий. Григорий. Есть ли какие-то от Григория? Как-то оно уходит, и это золотое перо, вот как сектор магии, и считывается, что ушло в небытие. То Очистил. есть я вижу, что расторжение этих контрактов, вот переосмысление, и снова слышу, что естественный дар Людмилы. Так, ну хорошо, Виктория. Отсоединяйся от этих ситуаций. Да. Людмила думает, что когда донимала придирками ее дочь, она наносила ей воздействие и хочет отказаться от этого. Дочь Василика, то есть она откажется от принуждения дочери к ее, не придираться к ней, а передать Но я информацию. вижу, что она сейчас вот так сидит, как какая-то богиня античная. И вот так руку подняла, где сектор жертвоприношений. И такую, как я слышу, цепочку, ну, выглядит как ниточка такая. Ага, с крестиком. Убирает и говорит, что я не хочу твоей смерти, я желаю тебе жизнь. Я дарю тебе жизнь. И я вижу, как у нее изо рта такие черные энергии так выходят, как будто бы хлопья такие черные, как птицы черные, считываются проклятия, и они все возвращаются к Творцу проклятий. И захлопывается это пространство, и я вижу, как она правой рукой вот так берет из сектора будущего, из сектора Первотворца, вот как нить вырывает, то есть эту контракты, которые отпечаток на будущее закладывали, их уже нет, и она... И таким, будущее заходит в прошлое. И становится все одной реальностью. То есть ее сегодняшнее решение распространяется на будущее, на прошлое. Я слышу, уравновешивает. И вижу, как с нее вот эти импланты, как черные крылья, как будто бы в крыльях такие черные штуки отпадают, уходят. То есть это навязанные модели поведения, провоцируемые этими духами. Это все уходит. Я вижу, я слышу примирение, и она как будто свою дочь из сектора интерферентов забирает и перемещает в сектор будущего, в сектор Первотворца. И в этот момент снова из печени вырывает эту подключку в сектор магии. Я ей передаю, чтобы она вернула всю ее божественную силу, энергию добра, жизни для себя и для ее рода во всех направлениях, в начало рода и до сегодняшнего момента. Хорошо, Виктория. Очищаем пространство, поднимаемся все вместе вверх. Посмотри сейчас, как Людмила выглядит. Ее энергосфера прозрачная, но вот она у нее в руке как будто бы палочка черная. И она вот так с этой палочкой повернулась в левую сторону, в сектор навязанных идей и программ. То есть это символизирует чужеродное влияние. Сейчас я посмотрю, что это за палочка. Что это за энергия, каковы ее свойства?
она как-то растаивает, и считывается конфликт с собой, уходит как в сектор магии. И в секторе магии вот так проявляется, как будто бы затерто, но я вижу, как будто бы Мгм. кто-то вот так перебрасывает эти шарики, как Шарики. жонглирует. Приказываю проявиться, кто находится в секторе магии, отвечать, кто он такой. Вот говорит Василий. Мгм. Исток. Слышу исток. Слышу привязка. Какой-то контракт о разрушении контракта. Так, контракт о разрушении контракта. Она говорит, встает и говорит, я ухожу. Слышу конфликт. Это А он когда она с ушла из стола, группы. Мгм. да, как будто бы достает, он как будто бы сидит вот так в позе лотос возле такого маленького столика. И он из-под стола достает, я слышу, конфликт интересов, такой черный листок, как будто бы. А дух, которым он одержим, вот так выходит и смотрит. Вот так. Он сидит вот здесь, а этот дух как бы сзади и смотрит на это. И буквально как будто бы выжигает взглядом какие-то тексты. Мгм. Я слышу контракт на разрушение контракта. Так, на разрешение какого контракта? Я слышу соблазна. Давай я послушаю внутренний диалог между этими программами, между ее божественной душой и этими духами, этими программами. Они Мгм. говорят, что к ней обращаются, что она не может уйти из-за страха быть покинутой людьми, единомышленниками. Ну, это манипуляция такая. Мгм. Они пугают, что она останется совсем одна в пустующем мире. Мгм. Я слышу сомнение. Какое-то сомнение там закралось. В чем она сомневалась? Я слышу в себе. Мгм. Так, на Если... что? Какое-то Мгм. сомнение. Сейчас давай посмотрим. Мгм. Мгм. Смотри. О, вижу момент рождения, на что оно притянулось. Мгм. Девочку берут вот так, а она почему-то думает, что она не выживет. А что, ее подбрасывали? Нет, но как-то очень высоко, вот когда ее взяли вот так вот на руки, вот так сильно подняли резко вверх почему-то. И я вижу, что у нее на тот момент была подключка к интерферентам. А в этот Мгм. момент, когда ее подбросили, у нее, ну, может, так движение сделали, я не знаю. Резкое Как будто бы по движение. Мгм. инерции, да, как-то вот так. Так. Мгм. Э, То ее душа как будто бы вот так выскочила с нее, и она как будто бы посмотрела на этот мир, куда она попала, и сомнение, выживет ли она в этом Мгм. мире. Я ей передаю информацию, пусть она зайдет в этот момент своим теперешним сознанием. Она выжила, она свободная, пусть приказывает во всех временах отменить сомнения в своей силе, в своих способностях. Мгм. Я вижу, как она вот так хлоп рукой, выросла, стала большая такая, и говорит, выживу.
Это внутренние программы. Вот с этим. И этот Василий стал такой маленький-маленький с его духом. И она берет его и отрывает от будущего, от сектора первоисточника. И это все уходит, считывается плоский мир. И такая, как панель, я слышу, управление, уходит из будущего. И она освобождается. Хорошо. То есть Я ей Людмила передаю, чтобы она расторгла этот контракт. Вот она расторгает. рвет, разрывает и говорит: я тебе не верю. И этот портал закрывается. И сейчас я смотрю, этого уже нет. Вот. Я ей передаю, чтобы она убрала все подключки, прицепки, зацепки к Василию, к Илье, к Во Моне. всех Пусть воплощениях. отдает эти все воздействия за ложь, карму. Пусть получает каждый. Я вижу, я слышу, эгрегориальные структуры, они вот так опустошились, как будто бы наизнанку вывернулись. Теперь уже они, чтобы отдать ей ее энергии. И она поднимается вверх, а это эгрегориальная серая масса, это матрица, это, скажем так, она проваливается вниз, а Людмила ходит по своему пространству сияющему и удивляется. Я ей передаю, чтобы она вернула свою, я слышу, свой родовой код, свой код божественного, чистого, священного рода, божественных, священных душ и свое родство с первоисточником жизни, гармонии и процветания. Пусть она возвращает и карму отдает за любые вторжения в ее пространство. Хорошо, Виктория. Пусть она родится полностью чистой, без всех подключек, так как она считает, чтобы быть абсолютно свободной. О, я слышу, София, и я слышу, я родила тебя, ты родила меня. Я ей передаю, чтобы Людмила наполнила весь ее родовой ствол энергиями жизни. Ух ты! Вот этот черный стержень, который был в начале, считывался как эзотерический. Я вижу, что эта энергия ушла, вся черная, и там вот как символ дерева, как ствол, от которого в разные стороны уходят, как веточки, вот такие красивые энергии, с листочками и с плодами. Я ей передаю, чтобы она оставила только жизненный опыт познания добра и опыт распознавания добра и зла, и оставила себе энергии жизни, гармонии, процветания для себя и своего божественного рода. О, как оно работает! Смотри, она поднимается вверх, а за ней тянутся, как ниточки такие, и вытягиваются вот эти шарики, это божественные души рода. Вот почему, как и говорят, что освобождая себя, мы освобождаем мир. Я ей передаю информацию, что она может зайти в тот момент, когда ее божественный род освободится полностью от всего чужеродного и возродить свой божественный код жизни, гармонии, процветания. Хорошо, Виктория, на счет 3 мы зайдем, когда это произойдет. 1, 2, 3. О. А я слышу, я попала в какое-то пространство, где много-много душ, и идет информация. Все как будто бы ходят, знаешь, как будто какой-то пир, праздник, все ходят, и как будто бы что-то пьют, вот так вот, и говорят, что мы все вернулись из быта, чтобы начать новый опыт, новый виток развития.
Мгм. Я слышу, цивилизация спасена. То есть мы уже как будто в будущем находимся. Мгм. Потенциально, да. В потенциальном будущем, да. Это то пространство высших я, высших душ. Я слышу высшего иррационального разума. Мгм. Мгм. Хорошо, Виктория, классно. Вижу лицо Людмилы, Мгм. улыбающееся, счастливое. Мгм. Она живая. Мгм. Посмотри на нее, как она сейчас выглядит. Она говорит, что она говорит, мы все во всем и часть друг друга. Мгм. Она говорит, что за малой частью всеобщего счастья, гармонии. Мгм. Видишь, это как естественное желание божественной души и естественное устройство божественных душ. А антимир, наоборот, ну не хочу сейчас говорить все, пусть в этом прекрасном состоянии мы и остаемся. Мгм. Хорошо, Виктория. Спроси у Людмилы, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она говорит, мы поменяли реальность. Мгм. Хорошо, Виктория, пусть она передаст тогда ее опыт, алгоритм освобождения по роду, ее родственникам, детям. Она Кому она как будто хочет. бы вылила такую искристую субстанцию, которая искрится. Мгм. А когда я посмотрела на одну искорку, что это такое, я слышу возрождение духа, то там как цепная какая-то реакция вот такая, считывается возрождение духа. Мгм. Это информация возрождения духа, творцов. Мгм. Хорошо, Виктория. Спроси у Людмилы, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она снова Хорошо. говорит, поменяли реальность. М. На хорошую. Да, она говорит из прошлого в будущее. То есть сейчас таким образом, ну мы так и делаем, да, то есть освобождаясь от прошлого, мы будущую картину, желание свое привносим сейчас, и это становится как ступенькой, Мгм. платформой для будущего. Вот в этом и заключается весь смысл наших сеансов. Мгм. Ну хорошо, Виктория. Благодарим Людмилу, Высшее Я, Первоисточник за помощь. Да. Хорошо. Прощаемся с Людмилой. Мгм. Хорошо, Виктория. Отсоединяйся от всех и всего. Да. Проверяй твое личное пространство. Мгм. Наполняемся энергиями любви, жизни, гармонии. Закрываем порталы. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Ну, Кто-то как над нами чувствуешь? крепко говорил, чтобы не вырвать нас. Запечатывали, старались, да? Мгм. Ну, Старались. против воли человека нет никакого оружия. Мгм. Осознание-то не сразу приходит. Все равно нужна помощь. Такое, конечно, друг другу и помогаем. Это точно. М, Ну, Я благодарю вас. мгм. И желаю творить дальше. Да, миссия спасения продолжается, так что это постигаем добро, Да, радуемся жизни, себя распространяем спасти, других истину. помочь.
Людмила, вам понравился наш сеанс? Да. Как вы себя чувствуете? И поплакала, и порадовалась, погоревала. Все в куче, все чувства тут. Хорошо. Надеюсь, А что я сейчас как себя освободилась. чувствуете? Прекрасно. Вы чувствуете Мечта. это? Да. Изменения, конечно, чувствую, что не чувствую. Подняться куда-то, освободиться от многого. Это же великое. Но когда мы ищем что-то и находим, конечно, это радость и благодарность тем, кто идет по пути. И дай Боже, чтобы эти ниточки, эти зернышки дошли до душ, которые ищут это освобождение. Те искорки, которые разбросали, пусть их души ищущие понимают. Какое хорошее напутствие. Благодарю вас. Для наших Я вас зрителей, да? Мгм. Это точно. Спасибо, Людмила, за ваш труд к освобождению. Вам большое спасибо, что наши пути пересеклись, и мы работаем сообща. Ну, вот Мгм. это как Я раз и есть доказательство того, что мы не одни в мире, как нам пытаются доказать, да? Да. Что за нами стоят намного могущественнее силы, чем эти вампиряки. Так что они врут, как всегда. Мгм. Каждая душа поймет, найдет свой отклик. Искра-то жизни у нас все равно идет оттуда и ищет этого отклика. Куда же мы денемся? Да. Жизнь стремится к жизни. Все верно. Хорошо, Людмила. Традиционный вопрос: можно ли публиковать сеанс? Ну, если вы считаете, что он принесет пользу, то да. Считаем. Принесет Да? обязательно. Конечно, вы что? Прекрасный сеанс. Да, интересно, интересно. Каждый сеанс я учусь и осознаю все больше и больше. Спасибо, Виктория. Да, Виктория, Благодаря спасибо. вам. Благодаря вам. Потому что мы сотворяем наш общий опыт. Да. Мы не можем жить один друг без друга. И мы все в равной степени ответственны за нашу общую жизнь, в нашем общем доме, на планеточке Земля. И она нуждается в нашей помощи, в нашей любви, в заботе. И таким образом мы заботимся о душах других, когда заботимся о себе по-настоящему, когда мы работаем так, как оно работает, как предусмотрено первотворцом, а не как кто-то придумал, какой-то маг. Мгм. Потому что, ну да, все имеет свой источник. Мгм. Ну, добро. Рад вас был видеть. Всех вам благ. До скорой встречи. Благодарю. Пока-пока. Пока-пока. Благословляю на следующие подвиги и Да. открытия.